Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, подобные слова и выражения, как навести чары, призвать чары, напустить чары и прочие вам очень известны и знакомы. Чары, что такое? Влияние, энергетическое влияние на других. Напустить определенную свою силу, которая будет служить во благо тебе. В истории человечества, вопреки мнению о том, что красота решает все, как ни странно, в историю вошли женщины, которые не особо отличались красотой. Однако они были умны, очаровательны. Вот от слова чары. И у них был особый магнетизм. Они умели подчинять себе людей. Любая из властных женщин управляла государством, империей с помощью ставленников, с помощью людей, которые для этой женщины добывали победу, которые прославляли ее правление. У подобных женщин была удивительная способность находить нужных людей. Такой способностью пользовалась Екатерина Великая, которая не отличалась особой красотой. Она была короткошейная, у нее были короткие пальцы, у нее не было особой, скажем так, замечательной фигуры. Но, как ни странно, она вошла в историю как Екатерина Великая. И все ее победы добивались мужчинами для нее. Она умела удивительным способом влиять на них. Ради нее братья Орловы совершили переворот. Ради нее Потемкин, скажем так, завоевывал одну победу за другой. Она подбирала нужных людей, которые развивали науку, культуру, банковскую систему страны. Точно такими же методами пользовались другие властные женщины. И, как ни странно, знаменитые красавицы в истории взошли на эшафот. Например, как Мария Антуанетта. Знаменитые красавицы, которые надеялись только на свою красоту и не считали нужным особо развивать другое свое женское качество – хитроумие, силу своих чар, привлекательность, притягательность. Итак, о чем я хочу вам сказать? Что очень многое в жизни женщины зависит не от ее красоты, а от ее удачливости. И далеко не все красавицы женщины, которые добиваются успеха. Они после становятся ухоженные, красивые, но вначале они совершенно не отличаются особо, скажем так, своей красотой. Но умеют пользоваться благосклонностью мужчин. Например, Мария Каллас, которая просто околдовывала мужчин, и они подчинялись и шли у нее на поводу и делали все, что ей было нужно. Волшебство ли это, магия ли, умели ли они что-либо, знали ли они? Мы можем только догадываться, мы не можем утверждать со стопроцентной гарантией. Да? Мы же с вами не ТНТ и не НТВ, чтобы придумывать истории, которых никто не знает. Но, как ни странно, эти женщины имели влияние на своих мужей, на окружение. Софья Палеолог, которая не отличалась особой красотой по описанию очевидцев, точно такой же властью обладала. И говорили, что она умела колдовать, что она привезла из Византии очень много таинственных книг, которые, впрочем, стали библиотекой Ивана Грозного, который так и исчез и не было найдено.
Первая, извиняюсь, Елизавета Первая, которая не отличалась красотой и правила Англии 44 года. Ее правление называли Золотым веком. Она собрала вокруг себя самых именитых мужчин. Так вот, я хочу вам сказать, что для того, чтобы быть удачливой женщиной и пользоваться мужчинами во благо себе, не обязательно быть королевой или султаншей. Достаточно знать определенные тайны, делать определенные вещи, и со временем вы заметите, что мужская энергетика вокруг вас начнет вам подчиняться. Ваш начальник начнет к вам более благосклонно относиться. Именитые мужчины будут вам встречаться, которые будут, скажем так, помогать вам в ваших делах. Если вам нужен щедрый и богатый жених, он появится со временем. Если вам нужен муж из, скажем так, из этого круга, он появится со временем. Однако вам нужно делать то, что вам сейчас я подарю. Называется власть чаровницы. Дорогие друзья, вам для этого нужно подготовить 3 восковые свечи, вот так их плести. Вам нужно подготовить или фимиам, или благовоние, то есть источник дыма, желательно приятного дыма, пахучего, красную свечу, красную ленту и красный платок. Можно вот такой пестрый купить. Далее. Бокал с водой можно поставить, можно прозрачный поставить, но это уже не такое имеет значение. Вам нужно поставить на алтарь, то есть определенное свои украшения. Желательно, чтобы они были, естественно, полудрагоценные или драгоценные камни, металл, серебро или золото. Другое не допускается. Вы же хотите богатства, вы же хотите власть, вы же хотите вольготную жизнь. Значит, вы должны призывать именно энергии богатства, то, что вы хотите. Далее. Вам нужно зажечь сначала благовоние. Секунду. Потом свечи. Начитать 3 раза. После чего пальцами потушить красную свечу. Желательно, чтобы эта красная свеча использовалась только для этого ритуала. Поэтому ее потом спрячьте. Потушить красную свечу. Подождать, пока догорят вот эти 3 восковые свечи. Во время чтения заговора нужно будет пальцами опрыскивать на платок немного воды, жидкости. Вы поймете почему. После того, как догорели свечи и благовоние закончилось, это все собирается воедино, можно в маленький мешочек. Убирается полностью все, что есть на алтаре. Этой водой умываете руки и лицо, чтобы вода закончилась полностью. И этот платок носите на голове минут 10-15 хотя бы. Этот платок и вот эта красная свеча будут использоваться только для этого ритуала. Если вы раз в неделю, раз в 3 дня будете проводить этот ритуал, вы вскоре заметите, что мужская энергетика, которая вокруг вас, начинает вам подчиняться. Что мужчины платят за вас в ресторане, что мужчины, я не знаю, в магазине, что мужчины просто хотят делать вам подарки, что мужчины вас слушают, что мужчины вам идут навстречу. Вы можете их использовать как любовников, можете использовать просто как партнеров. Одним словом, это только для женщин, для дам.
Так. И в конце я прочитаю один раз, вам нужно будет читать 3 раза. Потом, когда Яна освободится, она всегда пишет ритуал внизу, описание полностью подробно, как, что нужно делать. Если у вас хватит терпения дождаться, то у вас вопрос не возникнет. Итак, после того, как вы это все сделали, да, это сложный ритуал. Ну, сложный, не такой уж сложный, ну, так, длительный. После того, как вы все это сделали, на следующий день ритуал желательно проводить ночью. Луна не имеет значения, не спрашивайте про Луну. На следующий день вы носите огарки свечей и остаток вот благовония и столько монет, сколько вам лет. Оставляйте возле дерева и привязывайте к ветке вот эту красную нить, красную ленту. И говорите: пусть будет так, как я просила. И идете, не оглядываясь. Делайте это часто, если вы хотите, чтобы результат был быстрый и очень сильный. И вы сами увидите, что будет происходить. Итак, благовоние, красная свеча, платок, 3 восковые свечи. На алтарь ставим украшения, потому что вы призываете богатством богатых людей, именитых людей со связями, не просто там абы кого. Вам же не нужно, чтобы в вас влюблялись все, кто особо вам не интересен, правильно? Вам нужно, чтобы в вас влюблялись и симпатизировали вам мужчины, которые властные, сильные, щедрые, умные, со связями. От них есть толк. Вам для этого нужно. Вы хотите быть очаровательной женщиной, привлекать внимание всех и вся. Где бы вы ни появлялись, чтобы все внимание поворачивалось в вашу сторону. И я вас уверяю, даже если у вас средняя красота, вы добьетесь этого эффекта. Начнем? Извиняюсь. Пойду я во чисто поле. Через то поле протекает полноводная река, омывает свои изумрудные берега. Разожгу священное пламя, дым поднимется до небес, до престола богов. Водой полью поле. И вырастет лес. В лесу 3 дуба тянутся до небес. Глаза мои узреют, как вершины 3 могучих дубов вместе срослись, соединились да прилипли. О боги, заклинаю, о боги, умоляю и прошу, пусть как срослись вершины дубов, так и срастаются, да вокруг меня собираются, да вертятся князья и вельможи, начальники и генералы, да мужчины сильные, богатые, властные, знатные да разумные. Напускаю на себя чары, чары на красоту, чары на обаяние, чары на удачливость. Как луна среди звезд сияет, так сиять мне среди толпы, быть царицей среди княгинь, повелевать сердцами. Меня боги благословили, ко мне судьба благоволит, моими устами сама судьба говорит. Как вершины тех 3 могучих дубов воедино слились, так любой мужчина, сильный властью, добрый сердцем, щедрой рукой, пусть вертится вокруг меня и срастется, и прилипнет, и влюбится, не отойдет, как верный пес следом пойдет, как попы в церквах на икону молятся, так мужи знатные на меня пусть молятся. Судьба меня слышит и исполняет. Быть мне повелителем, а мужчинам быть моими слугами. И исполнять, что пожелаю, что прикажу. Истинно так, да исполнится, да будет, как я прошу. Заклято, заклято,
заклято. Подождать, пока благовоние, значит, потушите свечу. Подождать, пока благовоние закончится и стлеет. Свечи догорят. Положить это все в какой-нибудь мешочек или можно в платок, завязать. Это все убрать, водой помыть, умыть лицо и руки. Эту ленту спрятать вместе с мешком и подготовить столько монет, сколько вам лет. На следующий день отнести под дерево. Почему под дерево всегда? Потому что считается, что деревья, они находятся между миром живых и не мертвых, а потусторонних духов. И что на деревьях живут духи. А значит, деревья, они как проводники. То есть ты отдаешь миру духов, сразу же отдаешь им эту информацию, чтобы оно получилось. Оставить под деревом и говорить, что попросила, да исполнится. Завязать вот эту ленту, значит, на ветви деревьев, ветки дерева, отвернуться и уйти. Если будете повторять часто, значит, эффект будет сильнее. Но даже с первого раза этот эффект чувствуется. Всем удачи!